Читерство в онлайн-покере. Использовал ли Начо Барбера GTO Wizard во время игры на ACR Poker? Дисквалификация Франческо Форза Италия Гарофало с чемпионата GG Million Super High Rollers на GG Poker. Временное отстранение Кевина Рускитти в онлайн-руме в СОП из-за обвинений в использовании подсказчика в реальном времени. Вы на Poker.ru. В 14-м выпуске скандальной рубрики рассказываем о самых громких случаях в онлайн-покере за последнее время. И перед тем, как мы начнем, по традиции, лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Начо Барбера не новичок за столом. Профи, амбассадор ACR, человек, который читает оппонентов как открытую книгу. Но тут в его социальных сетях появляется снимок, который взбудоражил всех. Начо играет турнир, а рядом GTO Wizard. Тот самый солвер, который превращает любую раздачу в математический шедевр. Для тех, кто не в курсе, GTO Wizard — это мощный инструмент, который дает идеальные ходы на префлопе, флопе, терне и ривере. Солвер делает быстрые расчеты оптимальных стратегий по заданным критериям. Но есть нюанс. Использовать его вживую во время игры — это чистой воды Real-Time Assistance или RTA. А это, друзья, против правил. В онлайн-покере ценится мастерство, а не шпаргалка на экране. Сообщество тут же разделилось. Одни кричат «Начо, ты читер», другие защищают, мол, профи такого уровня не станет так рисковать. Сам Барбера не растерялся. «Я чист. Это было для анализа старых рук, а не для игры». ACR Poker подключилась к делу, проверила все его раздачи по логам и вынесла вердикт. РТА не обнаружено. Начо Барбера – чудак, и мы его любим. Все, кто играл с ним, против него или рядом с ним, знают, что он не игрок в стиле GTO, и, скорее всего, никогда им не станет. Мы уверены, что он не использовал GTO Wizard, чтобы получить какое-либо преимущество для себя, написали ACR Poker в своем аккаунте в соцсетях. Казалось бы, точка? Не совсем. Часть игроков стали требовать доказательства, а Барбера, чтобы закрыть критикам рты, сам слил фишки в турнире и выдал заявление: «Покер – моя жизнь, я не буду его позорить». Расследование все подтвердило. Солидный ход, но тень сомнения у сообщества осталась. Этот случай как лакмусовая бумажка для онлайн-покера. Солверы вроде GTO Wizard – отличная штука для тренировки, но стоит им попасть в игру, недоверие к платформам трещит по швам. Так что же это было? Случайность или попытка схитрить? Пишите в комментариях. Дальше мы разбираем историю Франческо Гарофало, он же Форза Италия, и его эпичный провал в онлайн-руме GG Poker. Этот случай потряс всех. Парень забрал браслет в СОП и $1 миллион, а потом лишился всего в один момент. GG Poker не просто отобрала у него приз, они перераспределили его деньги между другими игроками. И это, друзья, один из самых крупных возвратов в истории онлайн-покера. Итак, что же произошло? В сентябре Франческо выиграл GG Million Super High Rollers, турнир мечты с бай-ином в 25 тысяч и призовым фондом $5 600 000. 230 входов. За столами элита. Крис Брюер, Брин Кенни, Патрик Леонард. Гарофало рвет всех, забирает титул, браслет в СОП и $1 миллион с лишним. Праздник, но ненадолго. В декабре GG Poker выкатывает шокирующий вердикт: «Ты читерил. Прощай приз, прощай браслет, прощай аккаунт». Его банят пожизненно, а деньги, $1 100 000, раздают остальным финалистам. В чем его поймали? GG Poker молчит как партизан, только сухое нарушение правил. Но слухи-то ходят, то ли мультиаккаунтинг, то ли софт, который давал ему перевес. GG Poker среагировали молниеносно. Вычислили, забрали, перераспределили. Патрик Леонард, например, получил больше 150 тысяч сверху. Брюер, занявший второе место, тоже ушел с жирным бонусом, хотя браслет так ему и не дали. Всего 5 игроков получили компенсацию после этой встряски. Покерное сообщество загудело. Одни хвалят GG Poker. Молодцы, чистите игру. Леонард даже выложил благодарственный пост. Ого, только что проснулся и увидел это. Кажется, мой самый большой возврат раньше составлял максимум $2000. Это прекрасный день, чтобы провести его отлично. Но другие все равно нашли к чему придраться. Почему Брюеру не отдали браслет? Он же теперь официально первый.
GG Poker решили так: раз победа грязная, браслет остается без хозяина. В октябре прошлого года мир онлайн-покера потрясла новость. Кевин Рускити, известный под псевдонимом GR4NDSEFT, отстранен от платформы vsop.com из-за обвинений в использовании RTA. Эти обвинения шокировали не только поклонников его успехов, но и всю покерную индустрию. Но Кевин категорически отрицает использование такого софта. Рускити не новичок в покере. В 2023 году он стал игроком года в SOP Online Michigan, набрав 46 100 очков, что на 10 тысяч больше, чем у ближайшего соперника. В октябре 2024 года он выиграл свой первый браслет в SOP в турнире No Limit Hold'em Progressive Knockout за $500. Он обыграл Чериш Эндрюс, одну из лучших женщин-покеристок по версии GPI в 2022 году. Момент триумфа для Кевина. Но именно эта победа и привела к обвинениям. Через несколько дней после турнира аккаунт Рускити на vsop.com был заблокирован. В этом не было ничего удивительного, ведь после слияния покерных сетей SOP Online Michigan, Нью-Джерси и Невада в апреле 2024 года конкуренция среди игроков значительно усилилась. Такое объединение могло вызвать рост подозрений у других участников, и на фоне успехов Кевина начались обсуждения его методов игры. Обвинения в использовании запрещенного софта стали основным пунктом обсуждений. В частности, некоторые покеристы заметили странные паттерны в игре Рускити. Длительные таймбанки в ключевых моментах и овербеты в ситуациях, которые, по мнению экспертов, выглядели как использование подсказок софта. Райан Мэджик Джонсон Хиллер, игрок из Мичигана, был одним из первых, кто заподозрил Кевина. Хиллер заявил, что после победы Рускити в турнире он решил проверить его игру с помощью Fairplay Checks от GTO Wizard. Этот инструмент позволяет увидеть, использовался ли софт для подсказок в реальном времени. Хиллер и другие игроки заметили странные совпадения в действиях Рускити, которые, по их мнению, могли быть связаны с использованием RTA. На помощь Хиллеру пришел Марио Арибас, который также провел проверку игры, анализируя конкретные руки и таймбанки. Он поддержал обвинения и даже показал в X-постах скриншоты с пруфами. Однако сам инструментарий оказался не таким простым. Некоторые эксперты, в том числе покерный аналитик Мэтт Берки, заявил, что частные срабатывания могли быть ложными. Они не совпадали с реальными результатами использования софта. Это добавило сложности в оценке доказательств и вызвало сомнения, точны ли инструменты проверки. Кевин Рускити активно опровергал обвинения. В интервью для Poker News он заявил, что клевета в его адрес – это просто ложное срабатывание и попытки оправдать неудачи других игроков. «Мой стиль игры – это риск, большие ставки и блеф, а не использование софта. После объединения сетей и моих успехов, особенно на фоне жесткой конкуренции, другие игроки начали мне завидовать. Я непредсказуемый игрок, но точно не мошенник», – заявил он и добавив: «В покере всегда есть место для необычных ходов и стратегий, которые могут вызывать подозрения у менее опытных игроков». В покерном сообществе мнения разделились. Одни игроки поддержали Рускити, мол, доказательства его вины недостаточны, это результат ложных срабатываний системы проверки. Другие требовали строгого наказания, так как использование RTA подрывает честность игры. Чериш Эндрюс хоть и не обнаружила подтверждений использования софта в своей игре с Рускити, поддержала расследование. По ее словам, если обвинения окажутся верными, то призы, включая браслет, должны быть перераспределены, а другие пострадавшие игроки должны получить компенсацию. По состоянию на март аккаунт Кевина все еще под следствием, а покерист активно работает над восстановлением своей репутации. Сама платформа vsop.com заявила, что они тщательно расследуют все обвинения, но до сих пор не было конкретных подтверждений вины Рускити. Будем верить, что решение будет максимально честным и обоснованным. На этом все. Ну а если вы пропустили наш прошлый выпуск покерных скандалов, скорее включайте. Там мы рассказываем, как Тони Джи заработал 100 миллионов за прошлый год, о закрытии рума Аврора Покер и о том, что в Покердом разыгран BadBeat джекпот на 3 миллиона. Смотрите прямо сейчас.